Всем привет! Сегодня в выпуске мы продолжим тему легальности цифровых активов в России. Ранее на канале уже было опубликовано видео про федеральный закон о криптовалютах. Получив обратную связь, мы поняли, что тема заинтересовала многих и решили раскрыть ее еще больше. Для начала повторим главные положения федерального документа. На территории России с помощью криптоактивов нельзя платить за товары и услуги. Для этого есть официальная национальная валюта – российский рубль. Однако криптомонеты считаются имуществом, а значит их можно приобретать. Другими словами, трейдинг и инвестиции в цифровую экономику абсолютно легальны. Оба вида заработка доступны и разрешены физическим лицам. Единственное условие – вовремя оплачивать налоги в государственный бюджет. Его мы и рассмотрим сегодня внимательнее. Как оплатить подоходный налог с криптовалюты физическому лицу? Использовать статус самозанятого и ставку налогов 6% для торговли цифровыми активами не получится. Этот режим считают специальным и строго связан с видами деятельности. В их списке нет пункта про перепродажу товаров, к которым относят торговлю криптовалютами. Поэтому остается только вариант оплаты стандартного подоходного налога. Минимальная ставка составит 13%. Для начала нужно подать декларацию вида 3 НДФЛ. Это делается раз в год с 1 января по 30 апреля. Можно сделать тремя способами. Самый простой – с помощью личного кабинета на сайте Федеральной налоговой службы. Важно учесть все виды заработка, а также продажу имущества, недвижимости и транспорта. Если общая сумма превысит 5 миллионов рублей, будет применена 15% ставка. Налог нужно оплатить до 15 июля того же года, что также можно сделать онлайн. Понадобятся подтверждающие документы, выписка по банковской карте, скриншоты баланса биржевого аккаунта и операции с фиатными валютами. Для очной проверки в налоговой службе все это придется заверить у нотариуса. Как рассчитать сумму дохода? Прибылью считаются не все деньги, выведенные со счета. Из дохода важно вычесть внесенную изначально сумму и указать в декларацию именно этот результат. Также стоит отметить, что необходимые для подтверждения документы связаны с биржей. Получается, что налог можно начислить только на доход от операций на криптоторговых платформах. Доход фиксируют в момент обмена криптовалюты на фиат, а не во время вывода депозита. Эти даты могут отличаться. Поэтому рекомендуем внимательно заполнять декларацию. В заключение приятная новость для криптодобытчиков. По ставке самозанятого в размере 6% можно оплатить доход от майнинга. Надеюсь, нам удалось дать вам полезную информацию. Поставьте лайк этому видео и поделитесь с друзьями. В заключение советуем посмотреть наш недавний выпуск про рыночную капитализацию криптовалют. В нем мы даем советы, как выбирать активы для инвестиций и какие особенности важно учитывать при анализе монет. На этом все. Оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. До новых встреч и законных вам криптовалютных доходов.